организаторы запретили делать полноценный доклад. Они потребовали, чтобы я сделал доклад короткий, минут на 10, а дальше дал возможность задать вопросы. Ну вот попробуем такой формат, потому что, видимо, JPoint предыдущий показал, что все равно получается такой формат, поэтому я буду краток, а потом мы послушаем вопросы, и я буду на них пытаться ответить. Но у меня все равно 13 слайдов есть, по которым я пройдусь. Да, вернемся назад. Utility classes, кто знает, что это такое? Можем дать определение? Такое краткое, быстрое. Ну, классы знаем, что такое, да? Вспомогательные быстрые классы. Еще, не нравится определение, еще поточнее. Статические классы. Статические классы я не понял, что это. Класс со статическими методами тоже не точно определение. Поточнее еще. Класс без состояния, только из статических. Точно, класс без состояния, только со статическими методами. Понятно, да? Примеры статических классов, utility классов, это может привести? String utils, collections и так далее. Молодцы, все, мы понимаем, о чем речь. Вот такую диаграмму я увидел, когда меня учили программировать, мне было 10 лет. Это практически, я восстановил ее по памяти, но я думаю, я очень близок к тому, чему меня учили. Это несложная игра, это был язык Basic, было очень много лет назад. Это блок-схема тогда это называлось. Тогда еще не было UML, были блок-схемы. Блок-схема, которая описывает, как игра заключается в следующем. Компьютер загадывает число, а пользователь должен это число угадать. Ему дается там несколько попыток, 3-5 попыток. Человек вводит число, компьютер говорит больше или меньше, больше или меньше. Ну и с пятой попытки нужно попытаться угадать, или быстрее. Вот такая была блок-схема. Потом меня учили, сначала нужно было нарисовать блок-схему для того, чтобы написать программу, а потом мы писали программу. Вот так выглядела эта программа на языке Basic. Я думаю, что многие понимают язык Basic и смогут понять, как она работает. Здесь много go-to стейтментов. Это классическое процедурное программирование. Даже еще не структурное программирование, это процедурное программирование. Каждая строчка кода – это какой-то стейтмент, какая-то инструкция для компьютера, что ему делать. Компьютер выполняет эти строчки сверху вниз. При попадании на go-to он, соответственно, свой execution pointer меняет и переходит на какую-то другую строку и продолжает выполнять. Так выглядит процедурное программирование. И, в общем-то, научили меня, и я на этом, Basic писал. Всем понятно, как это работает, да? 130 инструкций, много go-to. В общем-то, оно все было бы ничего, но потом стали предлагать структурное программирование, в котором эти go-to предлагалось убрать, хотя сейчас, по-моему, go-to до сих пор существует и в Java, и в C++. То есть в Java есть go-to или нет? Зарезервировано, но пользоваться нельзя, да? На всякий случай. Но в C++ точно есть. И много его где используют. Но потом предложили структурное программирование. Вот так выглядел точно такой же код, это тот же самый алгоритм, только уже на языке C. Он точно так же делает ту же самую игру, я проверял, запускал, я его написал недавно. Вообще все эти примеры, которые я сейчас показываю, это одна из глав, это из главы, я взял из одной из главы второго тома моей книжки. То есть я вам такой небольшой спойл делаю. Эти вот все диаграммы и примеры, они из книжки, я их просто скопировал и показываю. Вот это на языке C, все то же самое процедурное программирование. Мы тоже идем сверху вниз. Только оно немножко более структурно, потому что у нас есть if-else, у нас есть while, у нас есть какие-то структуры, go-to больше нет. Читать вроде бы как бы стало удобнее. Вроде бы как. Тоже я на C программировал там какое-то количество лет, а потом перешел на Java. И это теперь тот же самый алгоритм, только на Java. Он тоже процедурный. Хотя как бы вроде бы Java объектно-ориентирован. У нас по-прежнему мы идем сверху вниз, по-прежнему у нас есть эти структуры if, while, then, else. Хотя вроде бы как мы в объектно-ориентированном мире уже. У нас как бы есть объекты, мы их даже где-то используем. У нас есть там вот класс, utility класс mass, которого мы вызываем статический метод random. У нас есть какой-то объект scanner, которого мы создаем инстанс и потом вызываем next int. У нас есть еще один статический класс, нет, не статический, статическая переменная system.out, из которой мы вызываем println. То есть вроде бы как бы у нас есть какие-то элементы объектно-ориентированного программирования. Но мы по-прежнему процедурное программирование. В чем проблема процедурного программирования? Проблема в поддерживаемости. Для того, чтобы этот код изменить, улучшить, добавить в него какие-то еще блоки логики, нам нужно его увеличивать в длину. Он будет неизбежно расти в длину, как тот самый код на языке Basic 2 слайда назад. Если добавить в этот код, например, проверку на вводимое число, сейчас я просто спрашиваю guess a number от 0 до 100, и дальше input x, и дальше продолжается выполнитель. Если я хочу проверить, x действительно находится в диапазоне 0-100, мне нужно добавить еще несколько строк сюда. То есть программа будет уже не 130 строк, а 150 или там, 170.
если мне нужно будет еще ее как-то улучшать, дополнять, она будет расти в размере, в итоге она будет 1000 строк кода, 2000 и так далее. С этим кодом на Java будет ровно то же самое. Если мы будем его дополнять, расширять, у него его длина будет увеличиваться, там будет появляться больше конструкций if then else, но по длине они будут расти. Программисты на Java много лет назад, попав в эту ситуацию, ситуацию нужно решать. Нужно из этой не maintainable кода, который тяжело поддерживать, тяжело его расширять, нужно перейти в какую-то модель, которая легче все-таки поддерживать. Нужно какие-то блоки кода оттуда вытащить, чтобы нам их стало легче поддерживать удаленно от основной массы кода. Поэтому предложены были процедуры. Процедуры, вот мы берем, допустим, такой кусок кода из этого Java блока, который спрашивает, введите число, и дальше использует этот сканер, это число читает. Ну, давайте 2 строки кода вынесем в сторону, назовем это процедурой или статическим методом, поместим ее в какой-то utility класс, ну вот такой, назовем его input utils, сделаем у него метод статический read, и эти 2 строки из главного кода перенесем сюда. Там у нас останется 1 строка, как бы размер его увеличился. Мы перетащили это вправо, теперь у нас появился этот блок кода, который как бы стал легче поддерживать, потому что он короче. Ну и как бы проблема решена. Как будто бы. И таким образом решается масса проблем с помощью вот этих самых utility классов. Создаются целые большие классы, в которые выносятся эти процедуры из разных мест, и потом эти разные места эти процедуры используют. Проблема в том, что это на самом деле никакого отношения не имеет к объектно-ориентированному программированию. Это то самое процедурное программирование на языке Basic, которому меня учили, когда мне было 10 лет, много лет назад. Ровно то же самое. В чем здесь ключевая проблема? Ключевая проблема заключается в том, что у этих статических методов нет состояния, как было сказано правильно до этого. У них нет состояния. Они являются процедурами, в которых приходит на вход какая-то информация, они что-то с этой информацией делают и возвращают назад данные. Ничего в этот момент не инкапсулирует, у них нет состояния между этими вызовами. К нему пришло что-то, он с этим что-то поработал, данные к нему пришли, он с этими данными поработал, он их как-то обработал и вернул обратно какие-то другие данные. Что мы имеем на выходе в результате этого подхода? Пока понятно? Я думаю, пока согласны все, да? То есть технически это работает именно так. Вынесение этих статических блоков, этих процедур в стороны, расположение их в утилитных классах приводит к тому, что нам необходимо теперь между этими утилитными классами передвигать данные, отдавая эти данные и забирая от них новую порцию данных. Иногда мы им ничего не отдаем, вообще никаких данных, получаем только что-то от них. Иногда наоборот, иногда мы им что-то отдаем, они там что-то с ними делают. Но все равно, как бы то ни было, они между этими двумя вызовами ничего не хранят, у них нет состояния. Они это состояние не инкапсулируют. То есть объектно-ориентированное программирование, оно о том, чтобы мы инкапсулировали, о том, чтобы мы сохраняли данные. Сейчас я покажу для чего. Они этого не делают. Состояния у них нет. А раз у них нет состояния, то вот такую я картинку вам предлагаю. Вот так примерно будет выглядеть наша программа. У нас по центру будут находиться блоки данных. N, T и X это имена переменных. Если мы вернемся еще раз в Java код, не знаю, видно вам оттуда или нет, но там есть переменные id T, integer N и integer X. Есть 3 переменных. Вот весь этот алгоритм, он работает с 3 переменными. Он с 3 переменными работал и в Basic, N, T и X. Он с ними работал и в C, N, T и X, это 3 переменные ключевые. N это то, что мы задумали число, T это количество, номер, позиция попытки, и X это то, что ввел пользователь. У нас это в Java остались эти 3 переменные, и благодаря тому, что у нас no state, у нас эти 3 переменные, вот они перед нами. Мы в основном блоке кода, с которым мы работаем, у нас 3 переменные. Утилитные блоки, которые я разместил по краям, они с этими переменными с этими данными как-то работают. Центральный блок кода держит в руках эти 3 переменные, раздавая их по очереди то одному, то другому утилитному классу или методу внутри утилитного класса. Кто скажет, как называется обычно вот это место, где происходит манипуляция с переменными? Ну так, Main, да. А если мы работаем с вебом, то это называется обычно контроль. То есть это место, контроллер это обычно то место, в котором происходит контроль за манипуляцией данных. Ну, если в MVC модели мы работаем, это контроллер, если это какая-то command line tool, то это main. То есть это какое-то место, которое держит в руках эти данные и данными манипулирует. Что мы имеем в итоге? Проблема в итоге никак не решается, потому что мы все равно вынуждены держать в руках и помнить об этих данных. То есть инкапсуляция не происходит и поддерживаемость не повышается.
мы все равно сконцентрированы на данных, мы все равно вынуждены помнить о том, что значит n, что значит t, что значит x, но все равно все время наблюдаем за алгоритмом. Всегда алгоритм работы находится перед нами. То есть мы сложность проблемы не понижаем. Задача, которую мы решаем, и алгоритм, который мы заимплементировали, его сложность для нас не понизилась. Мы постоянно смотрим на эти данные, нам только в сторону вынесены процедуры манипуляции этими данными. Но объектно-ориентированное программирование, оно о другом. Оно о том, чтобы мы эти данные инкапсулировали внутри объекта. И наружу их не было видно. Причем не просто не было видно в плане того, что у нас есть там, что они private, а потом мы их с помощью геттера достали обратно, и вот как будто бы их и не видно. Мы должны сделать совсем по-другому. Такой пример я предлагаю как альтернативу тому утилитному классу, предлагаю сделать класс guess, который будет называться «что человек задумал», и у нас будет функция там у него value, которая в общем-то представляет собой, он является number, то есть это некий number, который человек задумал, и дальше мы его создаем там внутри кода как guess. Я не могу весь код сейчас слева переделать на объектно-ориентированный, только заменив лишь один utility класс, потому что весь код на самом деле процедурный, он весь написан с главной мыслью о том, что мы работаем с переменными, а нам код помогает. Но я вам сейчас покажу пример кода, который, как я считаю, правильно должен выглядеть. Тот же самый алгоритм. Тот же самый алгоритм, только написан на Java тоже, но только объектно-ориентированным образом. То есть этот алгоритм, на мой взгляд, должен выглядеть вот так. Вот это объектно-ориентированный код. Он немножко не совсем 100% Java, потому что я добавил там S-secret, то есть в Java такого нет. Но если мы вынесем этот secret наверх и объявим его как переменную, то получится чистая Java. То есть вот так должен выглядеть объектно-ориентированный код. Мы задумали, у нас есть объект guess, что задумал пользователь. У нас есть объект secret, это что задумал компьютер. Потом у нас есть объект, который их инкапсулирует вдвоем и является разницей между тем, что задумал компьютер и пользователь. Потом следующий объект, который называется verbose diff. Это разница, которую задумал компьютер, но в момент, когда мы у нее спрашиваем, какая ты, она выводит на экран, я больше или меньше. Потом у нас следующий объект называется attempt, 5 попыток, он инкапсулирует в себя эту разницу и цифру 5. И каждый раз, когда мы у него спрашиваем, он 5 раз пытается проверить эту разницу. И, наконец, последний объект, который называется farewell, то есть до свидания, который говорит до свидания, когда мы у него спрашиваем, обращаясь к инкапсулированным объектам и прося их сделать вот эти все процедуры. То есть нет алгоритма больше перед нами. Данные больше не присутствуют перед нами, мы их не видим, у нас нет контроля. Мы собираем объект в объект в объект, называется композиция объектов. В итоге получаем один большой объект, который при обращении к нему обращается вглубь к инкапсулированным объектам, и в итоге мы получаем алгоритм. Имея статические методы, мы этого сделать совершенно не можем, потому что у них нет состояния, там нечего инкапсулировать, и мы, соответственно, не можем завернуть статический метод в статический метод. Вот так будет выглядеть, вот если так выглядела наша предыдущая картинка, у нас по центру большие данные, у нас по центру переменные, у нас логика находится по центру, а код вынесен в сторону, и мы к нему обращаемся, но все равно контроль всегда остается за нами. Все равно мы все время ведем компьютер пошагово, мы все время идем сверху вниз. То в этом случае мы собираем большой объект из малых. У нас есть объект, который инкапсулирует в себе x, это то, что задумал пользователь. У нас есть объект, который инкапсулирует n, это то, что задумал компьютер. У нас есть более крупный объект, который является разницей. Еще более крупный, еще более крупный. Более крупный обращается к более мелкому, тот к более мелкому, тот к более мелкому. Не горизонтально они находятся, не на равных они все, не объекты стоят вот так, а мы по центру и с ними работаем. А они всегда, кто-то младший, кто-то старший, кто-то маленький, кто-то большой. В кого-то мы все время инкапсулируем. Ну вот так, если сравнить два кода, слева код, который мы видели до этого на Java, это справа код, который я бы написал, как бы я написал это объектно-ориентированно. Тот же самый алгоритм. Тот же алгоритм, но написан по-разному. Слева мы имеем традиционный процедурный код, хотя и на Java. Справа это объекты. Поддерживаемость у них разная. Здесь мы имеем 1, 2, 3, 4, 5, 6 классов. Каждый из которых будет небольшой в размере, каждый из которых будет понятен. И дополнять и расширять этот код значительно проще, потому что добавлять новую функциональность, это просто добавлять еще один класс, который будут как-то декорировать, или заворачивать, или оборачивать существующие классы. В общем-то, это все, что я хотел сказать. Вот это ссылка на статью у меня на блоге, где я все это вообще подробно описывал. Можете зайти посмотреть. Ну вот так. Как-то такая идея. Теперь вопросы. У нас еще много времени. Да. Спасибо за презентацию. Можно предыдущий слайд посмотреть?
Вот, предположим, вы видите код справа, который хороший, первый раз. Вы его читаете сверху вниз или как-то изнутри наружу? Просто мне кажется странно начинать с farewell, а когда ты читаешь до say, уже трудно понять, что say вот к этому farewell как-то относится. Вот мне вот этот момент как-то, ну, непривычно, может быть. Может, вы как-то по-другому. Да, это действительно непривычно. Я полностью согласен. Действительно это непривычно. Нам привычнее понимать программирование вот так. Вот так мы видим программирование. То есть мы понимаем, что у нас где-то вверху есть старт и где-то внизу есть стоп. Но это мышление, оно компьютероориентировано. То есть мы всегда помним, что у нас перед нами находится компьютер, мы должны давать ему постоянные инструкции, и он этим инструкциям следует. Оно императивное и процедурное. Императивное означает, знаете разницу, императивное, декларативное. Императивное — это когда мы даем инструкции, и они на вас выполняются. Декларативное — это когда мы декларируем, что для нас есть результат. В данном случае мы даем инструкции. И нам, конечно, привычно. Я писал 20 или не знаю, сколько лет на процедурном подходе. И, конечно, мне удобнее читать так, 10. Я последовательно для себя внутри выстраиваю алгоритм работы. Я последовательно читаю этот код, для меня это блок-схема выстраивается. Я когда понимаю, потом я вникаю в него, и потом я знаю, строка 60, мне нужно ее заменить, подправить, и тогда я ее понял. Такое мышление, оно другое. Безусловно, это мышление с точки зрения результата. Мы смотрим на результат, мы видим, что для нас результат. Для нас результатом всего этого алгоритма является конечный ответ пользователя. Он победил или он не победил. Этот ответ называется farewell. То есть мы идем с конца, мы идем с того, что для нас результат, чего мы в итоге достигаем. Для нас результатом является вот это последнее сообщение для него. Вы победили или вы проиграли. Потом мы знаем, что мы не даем этот результат сразу, мы должны 5 раз его попросить. Поэтому мы идем вглубь. И там находим опять результат, но уже более мелкий. Я могу взять отсюда кусок кода, вот, например, только этот div, вот только этот блок. Вот так я могу его вырезать, вот отсюда, вот этот, только этот блок, new div. И это тоже будет программа. Я могу тоже сказать, напечатай мне какое ты, вот здесь. Я скажу div, точку, здесь поставлю точку, и напишу там value. Print этот value. И программа заработает. Что она сделает? Она спросит у человека число, она загадает число, а потом напишет минус 14 или плюс 25. Это тоже будет программа. Это тоже самостоятельный блок кода, который самостоятельно является кем-то. Я могу запустить вот этот блок кода, verbose div. И то же самое он сделает. Он загадает число, он спросит у пользователя цифру, а потом напишет, а задуманное число на 5 больше. И закончит. То есть это все время результат у меня в голове. Я все время помню, что в итоге для меня это есть. Не как оно достигается, а что это такое. То есть мышление мое перевернуто с ног на голову. Да, действительно, оно другое. Действительно, я не мыслю больше категориями, что мне нужно переложить из этого блока памяти в это, из этой переменной взять, в эту переменную сохранить. Тогда у меня что-то произойдет. Я все время думаю результату. Я могу вот так вот сделать, я могу просто сделать newSecret.value. И он вернет мне там 14, загадает число 14. Еще раз запущу, загадает число 15. Я могу сделать только guess запустить, ну то есть все время из него вызывать value, спрашивать. Он мне все время будет спрашивать у человека, что вы загадали, и ничего больше не делать. Я все время имею в руках результат, а не логику. Я понимаю, я согласен, что это может быть это контринтуитивно для большинства. Но для меня нет. Для меня так удобно. Да, так. А подскажите, пожалуйста, вот, например, Secret, он получается из Raspberry, который сейчас там закопан. Да. То есть, если мы хотим туда подать какой-то интерфейс, который, откуда мы получаем этот Secret, то есть это может быть другой пользователь, кто загадал, то есть мы, соответственно, в него помещаем какое-то, на основании чего, какой-то writer. В guess мы помещаем reader, это system in. Потом мы guess оборачиваем валидатором, чтобы проверить, что это число. Потом выдаваемый результат у нас тоже должен не на консоль выдаваться, а куда-то еще, то есть, предположим, по REST, либо там файл сохранить. И таким образом у нас вот эта вот конструкция new, она разрастается больше, чем на экран, и вправо уходит. То есть это прочитать вообще будет возможно. Это достаточно примитивная задача, которая таким образом... Все совершенно правильно, вы правильно все рассказали. Именно так все и будет. Если действительно мы хотим усложнять этот алгоритм, у нас будут добавляться новые классы, действительно эта вся матрешка будет уходить вправо, действительно она будет разрастаться и становиться большой, но фишка вся в том, что она будет находиться всегда в одном файле. То есть сложность программы всегда будет в одном месте, а все эти классы будут маленькие. То есть я, если нажму сюда мышкой на любой из них, то я попаду в достаточно понятный, простой, очень маленький блок кода. Там внутри сложность нулевая, там она на нулевом уровне, там комплексити этого кода она очень низкая.
Потому что каждый из них выполняет свою конкретную задачу, его легко протестировать, для него легко написать юнит-тест, для него легко сделать все. Вот этот сам блок, да, действительно, он большой. То есть он у меня есть в реальных проектах, у нас есть в каждом проекте, у меня там веб-система, я пишу в основном вот так. Есть всегда какой-то центральный файл, который называется там entrance или main, и в нем вот там, может быть там 500 там, или 1000 строк кода. И они только такие, то есть там нет ничего, никакого процедурного, никаких инструкций, там только конструкция объекта. То есть идет такая большая композиция объекта. Действительно, чтобы она не уходила вправо очень сильно, иногда можно из него вырвать кусок, например, там, взять вот этот div, к примеру, и определить его весь целиком в переменную div. Ну, написать div равняется, и будет такая одна вот эта такая матрешка. Потом основная программа равняется, и там эту матрешку вставляем через переменную. Ну, такое ограничение как бы, современных экранов, что ли. Но вообще она, если логически на нее посмотреть, то действительно правильный объектно-ориентированный код это такая огромная большая матрешка, которая один раз собирается, а потом ей отдается выполнение, и она живет. Вот так. Да. Dependency injection. Dependency injection вещь хорошая, но контейнеров никаких не должно быть. То есть это и есть dependency injection. Вот для diffа new secret это dependency, правильно? New guest dependency. То есть у нашего объекта div есть две dependency, две зависимости. Он, в общем-то, инкапсулирует, я не понимаю, зачем использовать слово dependency injection, он просто инкапсулирует объект внутри объекта. Это то, что было до появления термина dependency injection. Dependency injection контейнеры делают это по-другому. Они разрешают нам сделать new div, а потом какой-то контейнер, точнее не new div, они разрешают нам обратиться к этому контейнеру и сказать, дай-ка нам div, и там внутри контейнера произойдет вот этот процесс сборки этого div. И там в него проинжектят эти самые две dependency. Я категорически против этого. Я считаю, что должно быть видно, как это происходит. То есть мы должны видеть, что наш софт собирается вот так. Это самый важный блок кода, это самый важный элемент всей программы. Это то, как она строится, это момент рождения объекта. Отдавать их какому-то контейнеру и терять из виду, и только фокусироваться на создании этих вот классов индивидуальных, только на них, только с ними работать, ну, на мой взгляд, это категорическая ошибка, которая вот, в популярных фреймворках, которые мы все знаем, начиная со спринга, она повторяется. Мы убираем этот момент создания объектов куда-то, мы полагаемся на какой-то контейнер, мы расставляем аннотации по всему коду, и дальше работаем с кусками, не понимая, как они между собой соединяются. И отсюда возникает в целом непонимание вообще техники программирования. Должно быть видно, вот этот блок кода, этот процесс рождения объекта, он самый важный, самый сакральный, что ли, его мы должны видеть очень хорошо. Поэтому я категорически против dependency injection контейнеров, но за, естественно, dependency injection, иначе как. А еще вопрос, вот если посмотреть на этот код, он будет в разы хуже по памяти и в разы хуже по производительности. Вместо 3 переменных у нас появилось 6 классов плюс те же 3 переменные, а по производительности мы получили множество, сказать, соответственно, вызова конструкторов объектов, затем это будет garbage коллектор и тому подобное. Полностью согласен. Действительно, по производительности этот код будет хуже. Спасибо Java и спасибо всему современному процедурному подходу, который мы имеем. Действительно, этот код будет медленнее. Для данной игры это играет роль? Нет. Нам важно, чтобы он быстро отвечал пользователю в ответ на его цифры. Там с точностью до миллисекунды. Нет, не важно. В большинстве приложений, с которыми вы будете работать, скорость является менее важным фактором, чем поддерживаемость кода. То есть понимание кода и скорость разработки во много раз важнее, чем скорость его работы на машине. Я много раз об этом говорил, что сервера дешевле, чем люди. Компьютеры дешевле, чем мы с вами. Значительно дороже стоит время нас, программистов, по улучшению этого кода и по разборке его, чем какой-то новый сервер на Амазоне за там, $25 в месяц. Поэтому я полностью согласен, действительно, перформанс падает, но я надеюсь, что появляться будут языки и платформы, на которых объектный подход будет работать быстрее или так же, как процедура. Ну, безусловно, естественно, давать команды компьютеру проще, он быстрее будет понимать, не нужно создавать эти объекты в garbage, не нужно garbage collection, ну, естественно. Естественно, язык, естественно, если вот этот код на Basic перевести на ассемблер, то это, во-первых, его перевести крайне легко, GoTo оно пришло к нам из ассемблера, поэтому если этот код транслировать на ассемблер, он будет супер быстрый. И этот код, конечно, будет на Java там, во много раз медленнее. Но опять же, нужна ли нам скорость в большинстве случаев? В большинстве не нужна. Я так думаю. Здравствуйте. Прямо здесь. Вот мы сегодня на Киновоте как раз говорили про то, что производительность не сильно важна. А с точки зрения, вот у вас там какой-то класс, да, там 500 строк кода, допустим, в определенный момент решили то, что вам не Farewell нужен, а какой-то там play, ну там не бинарный, не унарный оператор, а тринарный, например. И вот как вы думаете, сколько ресурсов программистов потратите на то, чтобы для всех людей
там, переобучить на ваш лад работать? И как это другие люди будут поддерживать? Потому что вот это самый главный вопрос корпоративной разработки, потому что поддерживаемость кода должна быть очень высокой. Иначе нет смысла никакого. Ну, у меня нет большого опыта работы с большим кодом в корпоративной разработке, где есть там 20 человек, которые всю жизнь пишут процедурно. Но я представляю себе, что это такое. Я могу себе представить, что действительно, наверное, будут проблемы. Действительно, люди привыкли писать так, как я показывал до этого. Ну, у меня тут нет как бы рецепта, я только рекомендую потихоньку двигаться в этом направлении. Конечно, вы не напишете весь софт сразу так. Безусловно, во-первых, у вас будут фреймворки. Это главная проблема. У вас будут фреймворки в руках, с которыми вам вынуждены работать, и там будут статические методы, там будет utility класс. Utility классы приходят к нам от стрингу тилзов, от файлу тилзов и от всех остальных. Много очень этих utility классов, и вам просто будет тяжело всегда строить объекты. Вам будет иногда вам очень часто, вам будет проще вызвать статический метод и тоже сделать статический метод у себя, потому что вы видите, как сделано там. Но постепенно, потихоньку сознание может меняться. Я просто предлагаю начинать думать в этом направлении. Вы не думаете, что это как аспирант? Просто рожденный. Ну, я не знаю, я не умею ответа на то, как это будет. Я только понимаю, что для меня вот легче программировать так. Я для себя увидел массу изменений и улучшений. И я не один. У нас команда программистов, мы работаем в таком подходе уже несколько лет, наверное, лет 4 точно. И коммерческие проекты у нас есть, и масса open source продуктов. И open source продукты работают. И я вот только закончил вчера реально продукт, не на Java, на Ruby. Вот используя такой подход. Open source, он на GitHub, можно его посмотреть. Все очень компактно, мне понятно, очевидно, никаких сеттеров, геттеров, естественно, никаких статических методов. То есть, ну, для меня это работает. Я предлагаю, просто делюсь этим. Я не толкаю вас, наверное, в этом направлении. Ну, может, толкаю, но не сильно. Но я делюсь, да, а там вы сами смотрите. Ну, да. Давайте такой вопрос. Вот если уйти от этой непривычной Java программистской конструкции и вернуться немножко назад, вы говорите, проблема утилитных классов это то, что они stateless. Да. Но большинство утилитных классов, они являются какой-то, возможно, каким-то предметно-ориентированным интерфейсом, каким-то оберткой, обогащающей интерфейс исходного класса. И в качестве, то есть они манипулируют состоянием объектов, которые приходят в эти утилитные классы. И то есть в этом, как бы, по идее, нет никакой проблемы. Ну, вы имеете в виду, что то, что к ним приходят, эти объекты, они для них открыты, и они туда влазят внутрь и там что-то меняют, да? Да. Как-то так. Ну, в этом нет... То есть вы хотите сказать, что даже если они не имеют своего состояния, то мы им отдаем какой-то объект, и они в этом объекте состояние меняют, да? Возможно, они делают какие-то более высокоуровневые действия, я говорю, предметно-ориентированные, возможно. Ну да, все так, но мы тогда возвращаемся к главной проблеме, у них нет состояния, и поэтому мы не можем из них построить вот эту конструкцию. Мы не можем... Нам все время нужно держать этот объект в руках. То есть я должен держать объект, я должен дать ему этот объект. Но в чем разница тогда? Либо у объекта есть ссылка самого на себя, либо у утилитного класса есть какой-то API, который предоставляет ему объект, и он предоставляет свой менее атомарный API для уже пользователя, который пользуется утилитным классом. Но все равно я, как клиент утилитного класса, должен объект иметь в руках у себя, правильно? Ну да. Это будет та самая переменная, та самая будет n, та самая t и x. То есть мне нужно n, мне нужно t, и мне нужно x. И потом мне нужно их У вас разбросать. просто меняются местами, скажем, параметры. Он из скобок, да, попадает в скобочки. Либо вы метод у объекта вызываете, либо вы вызываете статический метод, этот же самый объект в скобочках. То есть это типа file.delete или f.delete, да? Нет, Мы можем либо file.delete, либо delete.file, либо delete в скобочках файл. Но если у нас есть file.delete, то тогда нам этот файл можно завернуть во что-то большее. Например, назвать это у нас был файл, а теперь это документ. Я не могу статический класс завернуть, в статический метод ни во что завернуть. Он всегда, лямбда, для этого мы попадаем уже в функциональное проявление. Да, функциональное давайте сейчас не трогать, но если мы имеем статический вызов, то это всегда вызов от какого-то клиента к какому-то исполнителю. Я клиент, у меня какой-то блок чего-то, данных, объект, что-нибудь, файл, мы его отдаем туда, там с нами поработали, и управление вернулось ко мне. Если же это объект, который внутри все знает, и внутри сам все делает, я могу его завернуть, не обращаясь к нему, не давать ему управление. Я его заверну в другой, заверну в третий, заверну в четвертый. Только когда я его заверну в 15-й, только после этого я ему скажу работать.
Понятна логика? То есть я не могу, статические классы, статические методы невозможно, они не поддаются, нет в них возможности их внутрь кого-то положить. Они здесь и сейчас, они императивны. Они прямо сейчас что-то для меня выполнят. В этом проблема. Прошу прощения, несколько продолжая предыдущий вопрос, то есть говорили о некоторых библиотеках, как о системной библиотеке, так, например, Apache Commons. У них, как мне кажется, столько статических методов, потому что они по природе своей стейтлес. То есть это вот хороший пример, когда у нас, допустим, какое-то действие вызывается там, в двух местах одного класса или одного пакета, но когда оно зовется из огромного проекта там, с десятков мест, и, допустим, всего лишь там проверяет строчку на валидность или создает один массив из другого. Смысл все усложнять, если у нас по природе эти действия стейтлес, не требуют какого-то стейтлеса. Хорошая фраза, смысл все усложнять. Они создали эти статические классы вроде бы как с целью, чтобы не усложнять, но в итоге наш код стал сложнее. То есть их код стал проще. Они не создавали объекты, они не думали над названиями классов, они не думали, как лучше сделать перформанс. Они просто нам куски процедур дали, они нам дали большое количество сишных процедур, которые они взяли из C, они это по-другому не понимали. Они нам дали эти утилитные классы, и как бы, чтобы им было проще. Не как бы, а чтобы им было проще. В итоге нам стало сложнее, наш код становится сложный, мы пишем вот такие огромные контроллеры, которые вынуждены манипулировать вызовами к этим статическим классам. Проще будет для нас, если у нас будет инкапсуляция. В этом идея ООП. Объектно-ориентированное, оно лучше, чем процедурное, потому что оно делает код проще. Поэтому зачем усложнять, я как бы эту фразу понимаю наоборот. И на мой взгляд, усложнением является именно статика. И возвращаясь к этим библиотекам, это действительно сложно продизайнить код так, чтобы не было статических классов, чтобы не было процедур. Нужно думать над тем, какие мои объекты, нужно думать над их именами, нужно думать над их интерфейсами. Например, возьмите string utils. Попробуйте string utils убрать и вместо него создать там 5 десятков объектов. Вам нужно будет серьезно подумать, как это сделать. Во-первых, string у нас не такой удобный сам по себе класс, чтобы можно было его оборачивать. Это будет достаточно, некомфортно. У стринга большое количество методов. Стринг вообще по себе не extendable. Стринг это вообще не интерфейс. То есть вообще в идеале было бы, чтобы стринг был интерфейсом, чтобы его можно было обернуть и сказать, например, у нас есть string utils trim там функция, которая убирает пробелы с двух сторон. Вместо string utils.trim у нас должен быть класс, который называется trimmed string. То есть строка, которая без пробелов. Я должен делать new trimmed string, в нее инкапсулировать оригинальный string, а потом и все. Дальше ничего не вызывать. У меня была простая строка, потом я его завернул в trimmed строку и отдал туда, куда она должна попасть. Я не могу этого сделать в Java по многим причинам. Во-первых, string это не интерфейс. По каким причинам так сделано, это можно долго обсуждать. Но string не интерфейс. Во-вторых, у string куча методов там внутри, которые тоже туда налеплены по непонятным причинам. Почему в string есть внутри, например, метод substring, или там, не substring, какие-то... Что там у нас есть в string? String какой-то, кроме substring, что еще? Length, там, substring, да. То есть есть методы, которые там присутствуют, а потом в string utils идут дополнительные методы, которых в стринге нет. Почему эти в utility классах, а эти внутри этого класса? В чем между ними такая большая разница? Потому что дизайн непонятный, поэтому, чтобы сделать string utils правильно, действительно это сделать сложно. Им значительно проще сказать, да ну не понимаем мы, давайте дадим людям процедуры. Это раз, а во-вторых, мы хотим, чтобы было быстро. Нас все будут любить, если у нас все будет быстро. Ну и, естественно, они сделали утилитные, то есть действительно утилитные методы, они, естественно, быстрее, это правильное замечание. А? Да, давайте еще. Подскажите, где находится граница разумного в дроблении декларативного кода к такому декларативному стилю? Ведь, скажем, даже if можно завернуть в объект, которому отдается два действия, и эти if друг друга инкапсулировать, чтобы получить if, else и так далее. Но это же будет неудобно. Вы, как человек с опытом, который даже фреймворки оборачивал в такой стиль, наверняка выработали некоторые правила и границы, чтобы остановиться. Ну, границ нет, я думаю. Я думаю, что можно идти, то есть когда я начинал в этом направлении думать, там, это было года 4-5 назад, то, естественно, я делал не так. Естественно, такого кода у меня не было. И он выглядел как-то все-таки более, ближе к той Java, которую вы видите ежедневно. Сейчас я смотрю так, не знаю, что будет через пару лет, может меня вообще на эту конференцию не возьмут больше. У меня и так тут проблемы. Я не знаю, откуда мы
мы дойдем. Вот мы сейчас пытаемся сделать язык новый, который мы назвали EO. И так, тоже на эсперанто, кстати, это код EO от эсперанто взят, то есть мы так вот мыслим как-то в этом направлении. Пытаемся сделать язык, в котором будет вот сразу в языке такая техника. Ну, вроде как язык, спецификация написана, и там дальше вроде идти не нужно. Мы уже какой-то границы достигли, какое-то соглашение пришли, там много контрибьюторов. Мне кажется, что дискашн у нас, обсуждение наше пришло уже к какому-то более-менее стабильному состоянию. Поэтому я думаю, что это очень близко к функциональной композиции. Если вы знаете, что такое функциональное программирование, если убрать вот эти нижние скобки все и поставить их вместо new написать открывающиеся скобки, точнее нижние вот эти скобки не убирать, а вначале поставить вместо new открывающиеся, у нас получится Lisp в чистом виде. У нас получится Lisp. И многие спрашивают, так а в чем же разница, давайте перейдем на Lisp. Мы можем перейти на Lisp, но в Lisp нет инкапсуляции, в функциональном программировании нет инкапсуляции. Поэтому объектно-ориентированная мощнее, потому что она не просто Lisp только функционально, только считает, его все функции. Посчитал, отдал, посчитал, отдал. Здесь удобнее, потому что есть инкапсуляция. Потому что у каждого из этих объектов мы можем всегда спросить, кто ты, что у тебя внутри, как ты себя чувствуешь. Функции мы такой вопрос задать не можем. Но это очень близко к функциональной композиции. Посмотрите на Википедии functional composition и object composition. Это два термина, которые стоят очень близко друг к другу. Но никакого отношения к object composition этот код слева не имеет. Вот здесь. Здесь о каком композишне идет речь? Здесь нет никакой композишн. Это классическое процедурное программирование, basic в синтаксисе Java. Еще? А у меня вот такой вот вопрос. Вы как-то отвечали и сказали, что процедурный код, ну то есть утилитный класс, это типа сложно, давайте разобьем на объекты. А потом мы начали обсуждать про стринги и сказали, что гораздо проще вот для стринга сделать утилитные классы. То есть получается как бы одно противоречит другому. Ну, конечно, проще, потому что они уже так сделали стринг, конечно. Ну, то есть дизайн класса стринг нам заставляет нас делать утилитные классы. Потому что стринг сделали, ну, я много хорошего могу сказать о тех, кто сделал стринг, и вообще, кто в Java эти базовые классы дизайнил, я не знаю, чем они думали. Там и number этот, и integer, и string. То есть все сделано, как будто вот им нужно было поскорее. Я думаю, они просто спешили. Потому что, ну, непонятный дизайн стринга мне снаружи. То есть как они рассчитывали, что мы будем его как-то расширять. Вообще объектно-ориентированное программирование, оно о том, чтобы делать код мощнее путем добавления более сложных объектов вокруг более мелких. Как вокруг этого стринга можно что-то сделать? Он же не расширяемый, он не, ну, это тупик, это тупиковая ветка в дизайне. То есть его сделали, он final, и на этом точка. Так не должно быть. Поэтому, естественно, мы имеем утилитные классы. Но у нас нет выхода, поэтому они, наверное, так и делают. Но можно было подумать, как-то напрячься, как-то может повлиять там, на эту Java, я не знаю. Но не просто лепить поверху, и теперь мы считаем, что string utils это прекрасно. Новые же программисты приходят, они же не в 98 году присоединяются к программированию, они сейчас приходят, открывают, вот люди первый курс института, вот они открывают этот string utils, смотрят, ну там так написано, так оно программирует, и они пишут вот это вот. Вот это они пишут. Только в синтаксисе Java, да. И потом, да, и в итоге говорят, у меня объектно-ориентированное программирование. Как объект? Ну, у меня объекты есть, классы у меня есть, объекты, я объектно. Но ничего не поменялось, это было 30 лет назад, когда меня этому учили. Сейчас 2017 год. Поэтому действительно отвечаю, да, но тяжело, но надо как-то меняться. А, Егор, скажите, пожалуйста, а почему вы задизайнили вот эту игру именно таким образом? Ну, то есть именно функционально. У нее, получается, нету стейта, то есть она не рассматривается как единый контекст. То есть, допустим, есть именно игра как таковая. Вот если вы захотите эту игру прервать и продолжить, например, в другом месте, то есть как distributed task такой, тогда получается, что у нее какой-то есть контекст, есть какой-то стейт, и тогда проще все вообще как бы одним объектом, каким билдером сделать. Ну, я не думал, когда писал этот код, я не думал насчет distributed, наверное, это можно, но почему я так надизайнил, сложно ответить на этот вопрос. То есть я не могу свою логику описать, как именно я мыслил. Я имею в виду, что, возможно, она бы тогда воспринималась более логично. То есть сейчас мы, получается, пытаемся разворачивать. А это не логично. Мы разворачиваем логику снизу вверх. Да. То есть все равно мы должны спуститься вниз, а потом, чтобы понять как бы все целиком. А если бы мы как раз инкапсулировали поведение игры, ну, не знаю, в названии класса, например, то не пришлось бы всю эту иерархию исследовать. Ну, во-первых, я считаю, что иерархия я специально так сделал, потому что иерархию показать очень важно. То есть я считаю, что иерархия это хорошо, а не плохо. То есть любое, я, наверное, понимаю, в какую сторону вы говорите, наверное, собрать состояние игры в каком-то там блоке данных. Скорее, как литературный такой стиль, чтобы получился.
сложно сказать, давайте попозже это обсудим, я не до конца понимаю, но понимаю, что что-то, наверное, интересное вы имеете в виду. Я только здесь скажу, что иерархия, на мой взгляд, это самое центральное, важное и интересное, то, что я хотел показать. То есть вот эта вот матрешка, которая как матрешка выглядит, маленькая, большое, 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 она, на мой взгляд, ну, самая важная в объектно-ориентированном программировании. Если у вас этого нет в коде, то значит у вас не ООП. Если у вас объекты не собираются один в другого, а находятся рядом друг с другом вот так по бокам, и каждый из них выполняет какую-то одну задачу, мы ему дали что-то, он поработал и отдал результат, то это не ООП. Даже если вы уберете utility классы, вместо них сделаете utility объекты, даже если у вас нужно будет делать, вот, допустим, сканер, это же тоже утилитный объект. Он тоже никакого отношения к ООП не имеет. Это сканер. Это просто блок кода. Они могли с таким же успехом сделать scanutils.nextInt. Это было то же самое. Это реально на самом деле не такой уже объект, это сканер, это просто блок кода, который почему-то они... Ну, state у сканера, state. Он там нужен много раз, да? Next, да, то есть он помнит как предыдущее, да, состояние. Нет, ну в реальности там и у игрока, и у первого, и второго у него есть свой собственный стейт, они ведут себя независимо, то есть это именно как отдельный объект. Ну, если мы хотим, да, чтобы вы помнили о том, что действительно ввел игрок до этого, то мы создадим новый объект, который завернет, например, вот guess. У нас есть guess, который ничего не помнит, мы завернем его в что-то большее, которое помнит предыдущий ответ. Но у нас это будет новая какая-то entity, новый объект. Я говорил о том, что если у нас объекты будут находиться вот так по краям, а код будет по центру с переменными, то это ничего не меняет. У нас должна быть композиция. Мы должны программу нашу собирать из объектов. У нас программа не по центру, объекты по бокам, а у нас объекты собираются друг друга как матрешка. И когда эта матрешка собрана вся целиком, мы ей передаем управление, и она начинает жить. Результат. Да, мы описываем результат, да, именно. Мы описываем результат, это правильно два слова. Мы описываем результат. Мы не описываем как, мы описываем, что в итоге получилось. Давайте еще. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чем упрощение поддерживаемости? Я имею в виду, например, вот сейчас много есть IDE, да, в которых, допустим, на объект щелкнул точку, он вывел, и какие есть, допустим, команды там, или методы, да, уже сразу с описанием. А вот я, допустим, сяду впервые за такой проект, и я не буду знать, уже существует такой класс, который я могу использовать, или мне его по новой создавать, какое у него описание. Когда я сейчас, IDE подсказывает очень хорошо. Ну да, вопрос хороший, опять же, слышу его не первый раз. Действительно, IDE создано так, что нам удобно работать с утилитными классами, но удобно, сделано под наш стиль программирования. Все IDE написаны под стиль программирования, естественно. Здесь сложнее, здесь сложно представить, если, допустим, я первый раз пишу софт, например, у меня все эти 6 объектов есть уже. И я вот должен их собрать. Вот они мне из библиотеки приходят какой-то, и там в библиотеке 600 объектов. Вот 6 из них это мои целевые. Как я соберу эту матрешку, и как я найду эти 6 объектов в этой библиотеке? Ну, наверное, по именам найду. Наверное, если я напишу guess, я как-то угадаю, что guess это на самом деле то, что там должно вводиться. Ответа у меня нет, правильно. То есть я не знаю, зависит от ситуации, надо документировать. Наверное, может быть, через время IDE тоже начнут что-то создавать, какие-то вещи, для того, чтобы мы могли проще и быстрее найти. Например, она мне будет подсказывать, я не знаю, если я создаю div, например, я буду делать new farewell, и она мне будет сразу подсказывать, что два параметра, это вот такие вот объекты, эти типы имплементируют, такие классы имплементируют, например. Я буду из них выбирать. То есть guess мне не будет подсказываться на верхнем уровне, мне будет подсказывать там attempt. Ну как-то так. Пока... пробел в идее это пределы тайпов. Ну тогда вот есть тайпом, какой-то функционал для этого уже есть. Я пока в своем софте я просто помню и пытаюсь называть правильные имена, такие, которые будут легко вспоминаться. Обратите внимание, каждое слово здесь это существительное. То есть каждое имя класса должно быть существительным. Никаких, естественно, сканер, контроллер, менеджер, никаких классов, которые заканчиваются на ER. Вы наверняка знаете правила. Если ваш класс заканчивается, имя класса заканчивается на ER или OR, значит это не класс, на самом деле это не объект, а у вас просто кусок процедуры там. То есть никаких контроллеров, менеджеров, валидаторов, принтеров, энкодеров, декодеров, это все неправильные имена. Все имена должны быть существительными. Еще? Можно, да? Да. Спасибо за доклад, давно хотел бы воочию все вот это вот дело увидеть. Вот в действительности вопрос уже несколько раз задавался частично, я, пожалуй, объединю, может кто-то и услышит свои мысли в этом. Кажется, что действительно пример плохой, потому что вы сами говорите, что практически функциональное программирование, сейчас убираем new, и ни у какого объекта де-факто стейта-то и нет в данный момент. То есть убираем new, да, оставляем эти методы, передаем в них то, что нам нужно.
Ну вот если сейчас даже реализация этих классов мы посмотрели, я больше чем уверен, что и стейт этого у них не будет. Это вопрос первый. Вопрос второй. Вы сейчас занимаетесь Elegant Objects, новым языком. И вот там проблема вот этой лесенки сохраняется. Может, все-таки можно что-то придумать, чтобы вот эта лесенка не появлялась в вашем собственном языке? Ну, насчет стейта, первый вопрос. Насчет стейта скажу, что, в общем-то, в этих двух, в секрете и в грессе у них стейт есть. То есть гресс, он помнит, что человек загадал, а секрет, он помнит, что загадал компьютер. А так он не помнит, он там фактически value спрашивает, а value в этот в момент грессе, это в запрашивает. грессе, а в секрете он помнит. Да. Секрет он помнит. То есть секрет он загадывает, он его сохраняет в атрибут, и там у него этот стейт сохраняется. Ну да, де-факто вот все равно, что мы в метод бы сразу передали вот этот наш секрет. Да? Ну мы могли в секрет там инкапсулировать какое-то значение или вызвать тот же рандом в этом месте. Ну там так и происходит. Ну вот, да, в итоге-то никакого стейта ни у кого и не получается. Ну, тут не совсем согласен, но отвечу на второй вопрос насчет лесенки, насчет того, чтобы ее не было видно. На мой взгляд, если мы мыслим как объекты, то для нас естественно мышление от большого к малому, или от, наоборот, от малого к большому. То есть у нас не должно быть программирования вертикально, мы не должны мыслить линией вверх, потому что если мы мыслим вертикально, я вам еще раз покажу этот код, вот это программирование вертикальное. Сверху вниз, все ровно, красиво, через GoTo мы меняем положение execution pointer. Вот такое мышление, это мышление как компьютер. Если мы мыслим категориями композиции, категориями построения чего-то большего из чего-то малого, то лесенка была просто естественно. Это способ мышления для нас. Мы должны так мыслить. Поэтому, когда мне говорят, что лесенка это плохо, значит мы еще не до конца этого человека убедили в том, что надо мыслить объективно. Вот и все. То есть, если мы это все сдвинем влево и назовем это переменными, вернемся обратно к basic. Мы специально делаем лесенку. У нас в языке, в EOLang, у нас все будет лесенка, и есть лесенка. Безусловно. Просто там будет по 2 пробела, но здесь тоже по 2. Мы постараемся сделать как можно меньше пробелов, но она должна быть именно такая, вот именно лесенка. И борьбы с горизонтальным разрастанием, ну а с вертикальным, извиняюсь, разрастанием программы тоже не будет, я так понимаю. То есть все наши вот каноничные, к чему мы привыкли, там методы в 10-15 строк, в этой ситуации не будут. Или все-таки они тоже будут как-то инкапсулироваться в какой-то еще один Нет, класс? методы очень маленькие, они тоже будут такие. То есть методы, они вся работа методов в этом языке, она будет заключаться тоже в построении объекта. То есть мы нигде ничего не выполняем, мы всегда строим что-то. Мы строим. И вот как здесь правильно было замечено, даже if, then, else, это тоже должны быть конструкции, это тоже должны быть объекты. То есть мы должны в идеале убрать все эти стейтменты, которые пришли к нам из Basic, и оставить только конструкцию объекта. Спасибо. Так я думаю. Да. Егор, скажите, а как вы относитесь к комментариям в коде? То есть в вашем коде вообще есть комментарии? Если есть, то вот в этой лесенке как бы вы их расположили? Если у меня комментарии, ну я думаю, что это, наверное, не я один, но я считаю, что комментарий это плохая вещь. В принципе, если нам нужно комментировать код, значит с кодом какие-то проблемы. То есть код должен быть понятен, его же читают не секретарши же его читают, его читают такие же программисты. То есть если я пишу, а мой коллега-программист не может прочитать, значит я написал что-то не так. И комментарий эту ситуацию не исправит. Поэтому я, в принципе, в общем против комментариев. Я за документацию, но против комментариев. Документация от комментариев заключается чем? Комментарии помогают объяснить то, что непонятно, а документация, она выносит какой-то смысл наружу из кода. То есть для того, чтобы я не попадал каждый раз в источники, в исходники кода, я должен со стороны, с внешней стороны, допустим, JavaDoc прочитать, мне должно быть это понятно. Но если там внутри комментарий идет по самому коду, то это, на мой взгляд, это категорически неправильно. Ну а в документации, например, алгоритм должен быть где-то описан самой игры? То есть контракт ее, ну, я думаю, что это зависит от ситуации. Но документация, она чем лучше, чем она больше, тем она лучше, конечно. То есть документировать класс нужно, и документировать метод тоже нужно. То есть снаружи эти JavaDoc блоки, которые мы ставим, они супер важны. А внутри метода документации категорически. У нас даже, когда у нас есть тулза, который мы, статический анализатор кода, который мы используем во всех наших проектах для Java, Coolist называется, может кто-то слышал, она категорически запрещает любые комментарии внутри метода. То есть если будет найден любой комментарий внутри блока, внутри тела метода, то будет ошибка, то есть код не проходит. И пустая строка, и комментарий. То есть эти обе, это два признака ошибки в коде. Если вы используете пустые строки внутри тела метода, это проблема с кодом. Если вы используете комментарий, тоже проблема с кодом. Метод он должен быть целостный, маленький, там 5, 7, 10 строк кода. Они должны стоять вместе, они должны делать одну вещь, они должны быть понятны целиком. Если непонятны, разбивайте, выносите в другой метод. Но не ставьте пустые строки, это вообще глупость такая типичная. Ну и вторая ошибка — это комментарий, когда мы пишем там, что здесь происходит. Если непонятно, что здесь происходит, выносим это в отдельный метод и пишем к нему JavaDoc. Ну так я думаю.
Привет, спасибо за доклад, интересно было. Я очень со многим согласен, на входе живой отклик. Единственное, вот эта матрешка здоровая, она выглядит, наверное, кажется слегка излишней. Если мы вспомним времена зарождения ООП, были академические бородатые дядьки, которые говорили, что ООП это в нем некрасиво, когда объекты дергают друг друга за методы, как за какие-то отростки торчащие. Что самое настоящее ООП это генерации событий и реакции на них. То есть объекты не дергают друг друга, а слушают какие-то события и реагируют на них. В такой вот парадигме не лучше выглядит вся игра не как одна большая матрешка, а как мир, населенный некоторыми объектами, слабо связанными друг с другом, которые вместе реагируют на события, происходящие извне или от друг друга. Хороший вопрос. Это в чем-то будет похоже даже на dependency контейнер, может быть. Да, хороший вопрос, но на мой взгляд эта идея неправильная. Это Алан Кей, в общем-то, ее главный идеолог. Она довольно старая, эта мысль о том, что должны быть месседжи и объекты. Я не вижу, как этот месседжинг и объекты реально поможет нам в исправлении проблемы с поддерживаемостью. Код от этого не станет проще, и у нас просто получится большое количество каких-то сущностей, а данные, по сути, останутся открыты. Данные будут летать между объектами в виде этих сообщений, этих данных будет много, и мы все время будем заниматься, все равно мы останемся в data-driven программе, мы все равно останемся в том же процедурном, в том же basic, в котором мы были. Мы должны данные прятать, данные должны переходить между объектами. Еще одна мысль, которую тоже скажу вам. На мой взгляд, объекты обмениваться данными вообще должны только в направлении старший объект, младший объект. Или наоборот. То есть обмен данными вот в горизонтальной модели, когда у меня есть один объект и второй объект, и они между собой вызывают друг другу методы, это неправильно. Они должны сначала друг друга инкапсулировать, а потом взаимодействие данными должны происходить так. Вот как на этой картинке. Вот между этим и этим общения никакого нет, между там, где x и n. Между ними стрелочки нет. Стрелочка идет только от старшего объекта к младшему объекту. То есть горизонтальное позиционирование объекта это сразу процедурное программирование. Если у меня есть объект x и объект t, и я говорю t, дай мне это, а потом x, на тебе вот это. Или t, возьми сюда, x, возьми сюда. Такой обмен данными, он делает эти данные открытыми. Они начинают пролетать в свободном пространстве, и, соответственно, мы теряем идею инкапсуляции. Месседжи это то же самое. То есть если мы эти месседжи, если мы пойдем в направлении этой архитектуры, это вообще, мне кажется, не программирование, а больше архитектурная идея. Давайте вот мы архитектурно построим так. У нас будут такие микросервисы или микрообъекты, назовите как угодно. Будет такой хаб, в котором все месседжи сваливаются. Мы все в этот хаб пишем, из хаба читаем. Это может быть хорошо для микросервисов, для архитектуры, но для именно кода я не вижу, где здесь Object Composition. Есть такой термин Object Composition. Я не вижу, где здесь эта композиция. Есть просто разрозненные сущности, которые между собой обмениваются блоками данных. Ну, наверное, это хорошо архитектурно, может быть, в каких-то ситуациях, но Object Composition не имеет никакого, на мой взгляд, отношения. Да, у меня вопрос. Приветствую. Меня не удовлетворило то, как вы отскочили по поводу производительности. Немного вас перефразирую, вы сказали, что всегда можно докинуть инстансов. В Azure, в Amazon. Как вы собираетесь докидывать инстансы мне на телефон? Или как вы собираетесь докидывать инстансы мне в автомобиль? При этом, с автомобилем, причем интересная ситуация, там есть не только стоимость докидывания железа, а стоимость итоговой массы автомобиля. Например, каждый килограмм доставки на орбиту стоит там, в общем, не так бесплатно туда докинуть инстансов. Вот. И вы очень правильно сказали про первокурсников, потому что необозначимая граница применения вашего подхода в докладе, сейчас какой-нибудь первокурсник из этой аудитории пойдет делать мобильный банк, и этот мобильный банк сожрет, скотина, мне всю батарейку на моем телефоне. Поэтому не могли бы вы как-нибудь либо прокомментировать это, либо сказать границы применимости вашего подхода? Я приведу пример. У нас был проект полгода назад, мы его завершили, проект, который работал с Big Data. Там нужно было делать сложные манипуляции над большим потоком данных, причем это все было с Hadoop связано, то есть летит большой поток данных, там какие-то терабайты в минуту, и нужно его кодировать, декодировать, какие-то манипуляции производить. Нужна была высокая производительность. Мы все продизайнили вот так, как здесь нарисовано. То есть мы все сделали вот так, потратили на это большое количество времени, код получился очень красивый, очень понятный, все покрыто юнит-тестами, все очень понятно, но работает в 6 раз медленнее, чем должно. Естественно, заказчик не очень доволен, потому что вся идея этого проекта была в том, что он работал в 6 раз быстрее, в 6 раз медленнее. Что мы стали делать? Мы стали это дело профайлить, мы стали смотреть, где он работает медленнее, где. И действительно, garbage collection был одной из главных проблем по скорости. И мы в нескольких местах с помощью этого профайла, реально там было 4 или 5 мест, в которых мы заменили наши объекты на статические методы.
То есть у нас осталось там 120 объектов, и их стало вместо 120, их стало 115. Но в 5 местах мы объекты перевели в статические методы. Ну потому что спасибо Java за это. И все стало в 6 раз быстрее. Но 125 классов уже у нас осталось, 125 объектов у нас осталось в таком формате. То есть перформанс действительно важен, действительно на телефоне это важно, но не 100% вашего кода будет прямо перформанс критичным. Большинство кода будет на самом деле не важно, какая у него перформанс. Если, конечно, я не буду так дизайнить там какой-нибудь там concurrent hash map, в котором должно быть все супер быстро. Конечно, я не буду так дизайнить там какую-то, не знаю, там очень быструю графику какую-то. Действительно, я там буду делать, я там буду на ассемблере писать. Я буду стараться быть как можно ближе к процессору. Как можно меньше, чтобы у меня было инструкций дополнительных. Но если речь идет об игре, которую мы делаем для ввода-вывода, если речь идет о работе с данными, там, с чем-то еще, что не требует большой скорости, а это в большинстве случаев, то это нужно делать так. Хотя, если вы почитаете документацию по андроиду, там, не знаю, как сейчас, но я там год назад смотрел, там черным по белому написано, что старайтесь не использовать объекты, делайте статические методы. Спасибо Google еще за это. Еще одна компания, да, которая Sun уже была, теперь это Google. Вот они теперь двигают, да, со своим андроидом, они делают из программистов вот этих процедурных обезьянок, которые, не используя объекты. Не знаю, есть вообще хоть один человек, который доволен этим Android SDK или нет. Я на нем пописал несколько месяцев и понял, что это какой-то, ну, один человек. Поговорим после. Я пописал полгода и понял, что это какой-то ужас. То есть там все действительно сделано контр-объектно ориентировано, и при этом еще и в документации объяснено, почему так хорошо. То есть я думаю, это ну, Почему ООП панацея? ООП не панацея, ООП это не единственный способ. Есть функциональное программирование, тоже прекрасный подход, но просто я в нем не глубокий специалист, поэтому про него не говорю. Есть там, не знаю, логическое программирование, пролог и что-то еще. Есть какие-то другие подходы, но нужен какой-то подход, в котором есть логика. В ООП я вижу логику. Я не вижу никакой логики в процедурном подходе. Он, мне кажется, старым, неподдерживаемым, тяжелым, глупым и устаревшим. Поэтому я предлагаю его заменить на ООП. Но это не единственное решение. Естественно, есть масса других подходов. Только сделайте там, покажите его, давайте его обсудим. Для меня этот подход он стал решением, и я уже несколько лет вот в таком направлении двигаюсь. Мне нравится. Ну вот так, у нас еще есть время? А что вы сделали со своим чекером, когда статические методы ставили? Проект, который Что у нас? А у нас этот гайд-чекер не отбрасывает не отбрасывал. В общем, мы в некоторых местах, когда мы идем на такие компромиссы, мы его дизейблим этот чекер, вот и все. Но мы это делаем специфично в одном месте, в другом, в третьем. То есть мы пишем там прям кусок документации, что в этом случае мы делаем вот такой шорткат, потому что это workaround на проблему производительности. Поэтому, в общем, не трогайте это, потому что если вы сделаете на объектах, то мы будем медленнее там в 5 раз. И пишем для этого юнит-тест. Но это делается в одном случае, в 2, в 3. Это единичные куски кода. И все, производительность фиксируется. То есть не нужно, на мой взгляд, в целом, не нужно думать о производительности сейчас. Это менее важный вопрос, менее важная проблема, чем поддерживаемость кода, чем его понятность. Не нужны никому уже хакеры, которые пишут супер быстрый код. Это единицы, эти люди в единичном экземпляре, в некоторых компаниях, и все. Основное программирование сейчас не об этом, оно не о скорости, оно о том, чтобы код был понятен. Да. Да, время у нас, к сожалению, закончилось. Время вышло. Вы можете продолжать задавать вопросы в дискуссионной зоне. Да, спасибо большое.